Здравствуйте, друзья. Так, надеюсь, я не опоздал на свою трансляцию. 8 часов. Вот, пожалуйста, видно. 8 часов на часах. И мы начинаем мою трансляцию. Меня зовут Александр. Живу я в Анапе. И рассказываю об Анапе, о себе. Сегодня у меня традиционный понедельничный стрим, в котором я буду рассказывать то, что произошло за последнюю неделю. Событий, так скажем, немного. Можно сказать, событий каких-то вообще нет, потому что жизнь моя спокойная, размеренная, как река, течет себе потихонечку, поэтому никаких бурлений пока не наблюдается. Так, я вот смотрю, какой-то такой много синевы почему-то, вот, но не пойму почему. Почему много синевы? Такой, я бы сказал, кинематографичный эффект получается. Угу. Так, и некоторые нюансы. Пока народ собирается, сейчас я здесь вот антураж еще исправлю. Вот там вот у меня на гладильной доске немножечко некрасиво смотрится бельишко. О, здравствуйте. Смотрю, еще подсоединились люди. Хорошо. Так. Ну, в общем-то, все, начинаем. Итак, неделя прошла спокойно, размеренно, как я уже сказал. Буду рассказывать о том, что буду вспоминать. Вчера, например, я готовил к отправке свою книгу. Ну, как вы знаете, я выпустил книгу «Очерки». Такая вот толстенная книга. 400 страниц. Здесь, можно сказать, описана в какой-то степени и моя жизнь, и жизнь моих предков и ныне живущих родственников. Вот. Готовлю ее к отправке в Читу. Пока еще не решил, сколько экземпляров. Вчера интересовался, сколько будет это стоить через систему доставки СДЭК и через Почту России. Ну, получилось, что через Почту России будет отправить дороже. Ну, немного дороже, но удобнее. То есть можно отправить в ближайшее почтовое отделение. А СДЭК в Чите, оказывается, работает не очень хорошо. Это у нас здесь в Анапе СДЭК, даже вот рядом со мной, можно сказать, 2 пункта находятся. Ну, в шаговой доступности. Один в виде, как он называется там, ячейки, да, почтомата, и один есть пункт выдачи и доставки. Вот, то есть можно и
Ой, вернее, выдачи и отправки. То есть можно и отправить, и получить в одном месте. Вот. А в Чите нет. В Чите я посмотрел, значит, на огромный 400-тысячный город, ну, так будем сказать, сейчас, конечно, меньше там живет, народ-то уезжает, народ-то вымирает, ну, пусть будет 350, возьмем так, без китайцев. Поэтому там всего несколько пунктов, ну, штук, наверное, 7, меньше десятка, и расположены они в не очень удобных местах. Один из них это гостиница «Турист» на улице Бабушкина, 42. Ну, это самый такой, вот, как бы в городе, который находится. Но этот пункт далек от того места, где проживают мои родственники. Поэтому я все-таки решил отправить эти книги на почту, на почтовое отделение, наверное, 39-е. Так, что еще, с чем занимался? Смотрел фильмы. Решил я посмотреть современный кинематограф, а то как так получается, закончил киношколу, а не знаю, что снимают, как снимают, вот, и забил в поисковике лучшие фильмы, ну или фильмы, которые стоит посмотреть, снятые за последние годы. Нашел 2 фильма. Один называется «Ко-ко-ко», а второй называется «Питер ФМ». Оба фильма сняты в Санкт-Петербурге. Это было такое двойное удовольствие. То есть я недавно в нем побывал, мне было приятно посмотреть на знакомые места, как они выглядят в кино. Тем более авторы фильма создали такую атмосферу Петербурга, и крыши его, и старинные дома, и каналы. Поэтому здорово, конечно, посмотрел с удовольствием. С удовольствием посмотрел, и еще, наверное, посмотрю. А если вы тоже знаете какие-то интересные фильмы, которые вас как-то зацепили, игрой актеров, сюжетом, еще чем-то там, как сняты они, операторской работой, то тоже посоветуйте мне. Вот здесь вот прямо можете написать в комментариях, и я прочту и воспользуюсь вашим советом. Привет из города государственного преступника, пишет Алексей из города Ульяновска. Андрей Пирожник, доброе утро. Доброе утро вам, Андрей. Так, вас не пригласили на съемки, спрашивает Алексей. Пока нет. Я, да, рассказывал в одном из своих утренних стримов, что мы с моим однокурсником Петром ездили на встречу с режиссером. Режиссера зовут Мальвина Третьякова. Очень интересный режиссер. Мы с братом потом посмотрели ее фильм. Очень понравился именно вот режиссерская работа, операторская работа. У нее очень такой специфичный взгляд. То есть это не... Это да, талантливая женщина. Вот, она планирует в Анапе снимать фильм осенью. Ну, обычно вот это вот у нас фильмы начинают сниматься, да, в конце августа, в конце сентября, в октябре. Вот такой вот сезон кинематографический и дальше. Мы там попробовались на роли, но пока в группе, где мы зарегистрированы, пока никаких сообщений нету. Мальвина вообще обещала сбросить сценарий, но пока сценария нет, но не факт то, что я эти кинопробы прошел, потому что, ну, дело такое, актеров сейчас очень много, я не обольщаюсь, мне просто был интересен и приятен сам процесс киносъемок, вернее, кинопроб. Я первый раз пробовался именно на месте съемок, то есть в локации, то есть вот так вот она работает, то есть она приехала сюда, в Анапу, нашла локации, где будут проходить съемки, она пригласила актеров, которые, ну, на кастинг, так скажем, и прямо попробовала именно кинопробы, то есть актеры разыгрывали какие-то, показывали какие-то сцены, именно вот уже единственное, только без костюмов, вот, но вот в антураже. Вот такие дела.
Что еще такого интересного произошло? Ну, идет подготовка к школе. Маша у меня сама теперь занимается сборами себя в школу. Я только финансирую. Она ездит по магазинам, она выбирает какие-то себе вещи из одежды, из обуви, канцелярку. Не всегда, конечно, это совпадает с моим представлением о школьной форме, о школьной одежде. Сейчас в школе, где она учится, это 35-я школа в Алексеевке имени генерала Алексея Даниловича Бескровного, казачьего генерала. Школу хотят сделать такой военизированной, казачьей, но все-таки по совещанию с родителями определили, что такой именно военного образца или казачьего образца единой формы не будет. Будет просто, так скажем, дресс-код. Это белый верх, черный низ и какие-то знаки нашивки. Вот. Сегодня, кстати, мне нужно позвонить будет по адресу мужчина один из родительского комитета. Что-то там по форме приобрел, и мне надо будет, видимо, у него забрать. Вот сегодня нужно позвонить. Ну, Наташа у меня работает на 2 работах медсестрой. Работа ей нравится, причем она работает в очень таких крупных, ну, в отелях, которые принадлежат крупным российским государственным корпорациям. Поэтому там соблюдается и законодательство, и право на отдых, и вообще такое отношение к людям, так скажем, человеческое. До этого она работала в частных компаниях, и, конечно, ну, в частных компаниях там, в общем-то, платили хорошо, но выжимали из своих работников все, что из них можно выжить, ну, все прямо как вот мы читали в «Капитале» Карла Маркса. Вот. Поэтому сейчас она работает, ей нравится, ну, что, хорошее место, униформа белая, хороший коллектив, хорошие условия труда, помещение, там кондиционер, холодильник. В одном месте она работает на море, и каждые 2 дня любуется прекрасными видами, закатами, мне посылает. Может быть, я сегодня, если не забуду, покажу какой-нибудь один из закатов, снятый моей женой. Валентина старшая работает аниматором, и ей тоже это очень нравится. Это практически тоже артистическая такая деятельность. Она еще и организует выезды в различные отели с развлекательными программами. Вот. Тоже костюмы, тоже программы, тоже музыка. Постоянно она каждый день с баулами, в баулах там и вся лоджия тоже завалена реквизитом, чего-то только нету, и палки для крокета, и какие-то костюмы, и парики, и всякие там кольца, кубики, собачьи кости, ну вот эти вот такие, знаете, как это, из материала, но целая корзина лежит этих костей. Вот, интересно, конечно. Что еще? Друзья, не забывайте задавать вопросы. Вчера я проводил стрим, интересный стрим, чат-рулетку. Разговаривал с людьми из разных стран. Я, так иногда это практикую. Был удовлетворен, потому что люди встречались в основном хорошие. Есть люди, которые, видя российский флаг, как-то пытаются оскорбить, надавить на больную мозоль, но я или исправляю ситуацию, переводя беседу в дружеский тон, или отключаюсь иногда, когда вижу прямо, если что-то человек очень агрессивно настроен и не расположен к такой мирной беседе.
Девочек вчера видел, тоже украинок, мы с ними тоже немножко поговорили. Вот, но больше всего меня поразило, я вчера как-то с прибалтийцами, несколько у меня разговоров было, с Литвы и с Эстонии, два собеседника. Оба собеседника с Эстонии, они работают в Финляндии. Сказали, что в Финляндии они чувствуют себя просто богатеями, потому что зарплаты в Финляндии высокие, в 3 раза выше, чем в Эстонии, а цены на товары такие же, как в Эстонии. Поэтому им там очень комфортно живется. Потом узнал интересный такой момент, что так все работает. Интересный такой момент узнал, что там один мужчина, ну, он, наверное, моих лет, он живет в Эстонии с рождения, он учился в эстонской школе до 4 класса. Он знал очень хорошо эстонский язык, а потом, вот как-то, говорит, переехал в русский район Эстонии, и, в общем-то, ему эстонский язык перестал быть надобен. Он говорит, мы тут общаемся на русском языке, мы тут, у нас и в магазинах все по-русски говорят. И я говорю, а как же телевидение, как же газеты? Он говорит, я не читаю, не смотрю эстонское телевидение, не читаю эстонских газет, а всю необходимую информацию черпаю из интернета на русском языке. Вот, так что интересно. Я говорю, а что за район-то такой у вас? Не могли бы вы подсказать? И он, конечно, подсказал мне район. Я думаю, а что, может быть, я туда тоже поеду. Так, здравствуйте. Ну, как всегда, Алексей тут контролирует, пишет, что наше видео набрало 254 просмотра. Это тот, где мы с ним встречались здесь, в Анапе, у фонтана. Вот присоединился GGGHHFF. Здравствуйте. Какой-то ник, ну, придумайте какой-нибудь интересный ник. Хотите, я вам ник дам? Вот, и вы перепишите. У вас 12 800 подписчиков. Да, у меня уже вот подходит, и количество растет. Я на прошлой неделе разместил ролик из серии архивное видео. Дело в том, что у меня когда-то было очень много видеокассет. Я привез их сюда. Особенно, конечно, съемки архивные, домашние. Вообще, конечно, я всегда знал и всегда очень трепетно относился к истории своей семьи. В 96 году у меня появилась первая видеокамера аналоговая Sony. И, конечно же, я стал снимать родителей, стал снимать своих друзей. И понятно, что прошли годы, и эти съемки, они становились вот таким вот свидетельством тех лет, и таким вот бесценным сокровищем. И буквально вчера я тоже вот у меня телевизор висит, включил, сейчас это на YouTube, включил родителей, звук там очень такой хороший записался, тем более я сейчас первый вариант я записывал эти вот видео кадры и выкладывал на свой второй канал Александр Полуполтинных, которых называется, а на Альбатрос не выкладывал. И сейчас я буду вот повторять, выкладывать на Альбатрос, там гораздо лучше будет качество, то есть буду вот эти все архивные записи размещать в интернете. И вчера вот включил, посмотрел, так интересно, знаете, когда, тем более, немного себя похвалю, я снимал не какими-то маленькими отрывками, а прямо большими кусками. И когда снимаешь большими кусками, это
ты фиксируешь большой кусок жизни твоих родителей. Там еще сестра попала. Сестра тоже сейчас уже в мире ином, поэтому было очень, конечно, приятно посмотреть, как люди общаются, что они говорят, как они реагируют на какие-то там события, происходящие вокруг в тот момент, да. Какие-то ловишь нюансы, когда человек просто что-то мимикой, жестами выражает, как он движения свои там производит, да. То есть это все очень интересно. Вот, и это все бесценно, потому что кто не имеет возможности видеть своих родственников, умерших, все это как-то так затирается в памяти, исчезает постепенно как-то, а здесь все реально. Все-таки кино, искусство кино, оно, волшебно, я бы сказал, волшебно, восхитительно. И именно снимать очень интересно, когда без участия, когда оператора не видно. Вот я же всегда был в качестве оператора. Иногда, конечно, что-то вставлял, чего-то там пытался говорить. А сейчас понимаю, что это совсем было делать не нужно. И самые мои лучшие съемки — это когда я молчу за кадром, а люди говорят. И, знаете, еще же нужно уметь держаться перед камерой. Я вот как сейчас начинающий актер тоже это знаю, осознал, что перед камерой, когда на тебя направлена камера, очень трудно быть естественным, особенно вот в кино. В театре там другое немножко, а вот в кино, да, нужно быть вообще, просто жить этой жизнью, которую ты показываешь. А родители мои как-то, я же снимал много и часто, поэтому они со временем привыкли к съемкам. Они там тоже иногда где-то так на камеру что-то пытаются играть, но в основном они ведут себя очень естественно. Камеры вообще не замечают, и эти съемки, они вообще превращаются просто в документальное кино. В документальное кино. То есть это просто жизнь. Жизнь, кусочек жизни моих родителей, моей сестры, других родственников на экране, которые вот сквозь года, прошло уже много-много времени, и я могу сейчас в эту жизнь заглянуть и изучить ее. И когда смотришь внимательно, и когда наблюдаешь за какими-то нюансами, то это всегда очень интересно. И я, знаете, я когда снимал, я уже тогда понимал в 96-м году, в 97-м и позже, что время течет, время все изменяется, люди уходят, что нужно оставлять память о них. И я не только родителей снимал, я предлагал даже, просто людям, совсем незнакомым. Я говорю, давайте я приду, сниму вас. Я даже давал объявление в газету. Ага, Юра звонит. Да, Юра? Привет. Ну, как себя чувствуешь? Пойдем, я сейчас трансляцию закончу через какое-то время. Ну, я думаю, да, и в 9 часов, наверное, встретимся с тобой. Да, все, в 9 встретимся у пятерочки. Все, давай, пока. Вот. Поэтому я давал объявление и людям говорил, давайте я вас сниму. Тогда камеры, кстати, были очень редки. Редки были камеры. И я говорил, что давайте я вас сниму по типу передачи «Пока все дома». Это была такая очень популярная программа, когда собираются родственники, обычно каких-то артистов, за столом, за чашкой чая. И вот они общаются, вспоминают о чем-то. Мне такой
формат был очень подходящий, близок, интересен. И я просто людям предлагал, ну давайте, сохраните о своей семье, не только там родственникам, но совсем незнакомым людям. Но, к сожалению, таковых не находилось. Почему-то люди всегда пасовали перед камерой, чего-то боялись. А сейчас бы тоже сидели, смотрели бы своих родственников, потому что многие уже, конечно, ну, за такое время, понятно, люди уходят. Вот, поэтому мой совет: тоже чаще снимайте своих родственников, устраивайте какие-то беседы, чаепития, снимайте это на камеру. Если сами не можете снимать, приглашайте каких-то профессиональных операторов. Это, поверьте, через 30 лет будет для вас тоже очень таким бесценным материалом. Так, Елена Б. Доброе утро. Пришли к дому 43, глухой забор, никакой лавочки. Где она сидела, та бабушка ждала, может, кто выйдет. Сочли неудобным стучать, если бы не сидела на лавочке, я бы подошла, постояли и ушли. Ну, не знаю, может быть, лавочка была, может, она со стулом своим выходила, я как-то особо не обращал внимания, вот, если честно, я просто помню, что она сидела на чем-то. Может, она сидела, да, на стульчике, а забор действительно был глухой. Вот, и адрес у нее 43А. Бывает, что, знаете, различается. Бывает 43 снаружи, а, допустим, какая-то халупа под номером 43А находится во дворе. Вот, поэтому она по такой город, что вот адрес иногда очень трудно найти. Так, Саша, спасибо, что оперативно хотел помочь нам с жильем. Да не за что, вот, пожалуйста. Всегда готов помочь, чем смогу. Вот. Кстати, сейчас вот и у Алексея из Петербурга, моего приятеля, живут люди в квартире. Квартира освобождается 19 августа. Моя квартира освобождается 9 сентября. Так что и есть еще одна квартира, женщина тоже сдает, тоже в 3-м корпусе. У меня есть телефон, если что, могу дать. Вот, так что успевайте, друзья. Кстати, квартира вот моего приятеля последний раз сдалась через Суточно.ру, то есть все-таки этот сайт работает, и в описании к моим роликам я всегда Суточно.ру тоже даю ссылку на него. Так, что еще у меня было в жизни? Ну, я сказал, что я вот, значит, книгу «Очерки» уже, так скажем, перечитал, какие-то нюансы, ошибки там нашел, и вчера, ну, немножечко так подправил, уже чисто так технически. Ну, потому что, когда если ошибка, их немного ошибок совсем. Где-то там просто вот этим вот корректирующим карандашом, но все хорошо. Вот на 400-страничную книгу я наделал не сильно много ошибок. Вот. Сейчас я приступлю к составлению 2-го тома. Думаю, знаете, том, может быть, его сделать не синим, пусть он будет и 2-м, но, думаю, может сделать его красным. Вот. У меня один том фиолетовый, это стихи, очерки, будет один синий, другой красный, и 3-й будет зеленый. Зеленый том, это проза будет. Вчера я, кстати, перед сном лег и думаю, что же мне в прозу включить. И, в общем-то, у меня много чего в прозу войдет. Мало того, что войдут мои рассказы «Однобуквенники», потом, значит, вот этот цикл рассказов, который вошел в книгу «Конь Пегасый», которая тоже сейчас, в общем-то, можно ее купить на интернет-площадках. Но туда еще войдут рассказы из моей книжки, которые вот, ну, она отдельно издана, ее практически никто не читал, которая называется «Формула счастья». Потом сборник рассказов «Робинзоны», мой первый такой сборник. Ну, вернее, книжка-то называется «Остров любви», а туда вошли несколько рассказов,
в том числе рассказ «Робинзоны» и еще несколько рассказов. Вот они войдут в мою новую книгу. Потом у меня есть несколько рассказов в рукописях. Это рассказ «Трюм» про вытрезвитель в советское время. Это мои впечатления о посещении вытрезвителя, ну, в качестве милиционера. Я тогда практику вытрезвителей проходил, когда учился на милиционера. Вот, и был поражен, конечно. Сейчас это читается вообще как, я не знаю, я ж тогда был такой человек честный, непорочный, и поэтому я все описал так, как я увидел. Сейчас я читаю это как документ эпохи. Мне жутко становится. Вот, поэтому этот рассказ я, конечно, тоже включу. Потом я туда включу свое переложение пьесы Шекспира «Гамлет». Да, у меня есть написано, и поэтому я уже неоднократно рассказывал, чем меня Гамлет привлек. Я сейчас думаю, может быть, его еще как-то пересмотреть уже глядя вот на современную эпоху, но я еще с этой точки зрения Гамлета не перечитывал. Хотя, в принципе, что-то там угадывается. И опять там и отравление, и всякие там козни, всяких там Розенкранцев и Гильденстернов, поэтому и всякие там сволочи, правители и прочие чиновники. Поэтому это всегда близко. Гамлет — такое произведение, написано на века и актуально бывает во многие эпохи, и в некоторые эпохи его даже запрещали. Да, в России его запрещали. Вот. Не знаю, как сейчас. Может быть, Гамлета никто не читает, но... В общем, Гамлет туда войдет, потом войдет у меня туда сказка, пьеса про Новый год, которую я писал. Что еще из прозы? Ну и все, наверное. Да, еще я пару рассказов, наверное, доделаю. У меня есть в черновиках. Это на одну букву. У меня есть рассказ на букву О и на букву Ч. Вот. Ну, попытаюсь дописать. Ну, когда уже сяду, потом конкретно допишу. Потом, значит, что еще? На неделе это было. На неделе я занимался, так скажем, музыкой. Да, как ни странно. Дело в том, что вот меня смотрела такая подписчица Сидорова, и она посоветовала мне написать, сделать перевод песни «Осенние листья», но с французского оригинала. Помните, я пел песню, кто отдельным роликом смотрел, «Осенние листья», но это был, так скажем, перевод с английской версии. И английская версия, она немножко такая туманная. Там понятно про любовь, про расставание. И что когда герой видит, и там немножко другое. Там тоже, конечно, любовь, расставание, но там и листья есть, но там еще встречается и морская волна, что следы влюбленных стирает морская волна. Мне этот образ очень понравился, я его тоже решил включить обязательно. И закупки. Я там, кстати, покупаю, ну, допустим, для сравнения. Кухмастер. Вот такая баночка. Сколько она? 100 грамм или 75 грамм томатной пасты. Здесь у нас в пятерочке стоит 99 рублей. Ну, практически сотня. 99,99. А в светофоре огромная банка, килограммовая вот этого Кухмастера, тоже стоит 99 рублей. Есть сравнение? Есть, поэтому надо брать там.
Вот, поэтому и там, в общем, такое, что можно купить. А состав абсолютно одинаковый. Я всегда очень внимательно смотрю за составом. Меня всегда томатная паста интересует, где только томатная паста и вода, и все. Никаких тебе там других добавок нет. Итак, сейчас я открываю текст своей песни. Так. Осенние листья. Так. Сейчас открываю музыкальное сопровождение. Кстати, вы сейчас напишите, будет слышно музыку? Мне это важно. Так, напишите, пожалуйста, музыка идет, музыку слышно? И не слишком ли она громко звучит? Так. Так, друзья мои. Все, пою песню, никто ничего не написал. Пою песню, и на этом мой стрим закончится. Мы пойдем с Юрой в светофор.